Эти фильмы не заменят вам учебники, более того, каждый в чем-то даже собьет с толку. Потому что одно дело реальные исторические события и люди, и совсем другое сюжет, который нужно показывать от начала до конца за пару часов экранного времени. К тому же, как говорят, красиво не соврать, историю не рассказать. Привет, ты на канале Кинотест, а это уже 5-я часть выпусков видео на тему фильмов про средневековье. Поехали! 5-е место. Фильм «Скиф». Действие происходит во время смены цивилизаций. Ушли в небытие гордые воины-скифы, их вымирающие потомки превратились в безжалостных наемных убийц. Ратнику Лютобору предстоит тяжелое испытание. Встряв в междоусобные интриги, он отправляется в опасный путь, чтобы спасти семью, а его проводником становится пленный скиф Куница. Они враги и молятся разным богам, но вынуждены идти вместе, через дикий и степной мир к пристанищу последних скифов, где их ждет почти неминуемая смерть. Это фильм российского производства, полностью провалившийся в прокате. При бюджете в 150 миллионов рублей картина собрала всего 1 миллион. Стоит и говорить, что тут не совсем историческое кино, и оно не отражает культуру скифов. Сам режиссер говорил, что это фэнтези и в первую очередь служит развлечением для обычного зрителя. Четвертое место. Черная смерть. Средневековая Англия попала под тень черной смерти. В этом апокалиптическом мире, заполненном страхом и суеверием, собираются несколько монахов, объединенных общей целью – выследить того, кто способен возвращать к жизни умерших от чумы. Очень медленное повествование, тягучее и зачастую скучное. Зрителя сразу кидают в атмосферу отчаяния и тревожного ожидания. Таким образом, зритель должен быть заранее подготовлен к медленному темпу повествования. Актерская игра вполне себе достойная, а для такого жанра так и вообще на высоте. Шон Бин, как обычно, играл стойкого и выносливого мужика-сухаря. В банде фанатиков тоже было на кого посмотреть. Третье место занимает фильм «Жанна Дарк». Действие разворачивается в средневековой Европе. Между Францией и Англией идет столетняя война. Жанна Дарк застает свою деревню в огне. Захватчики насилуют и убивают ее старшую сестру. Жанна едет в Шинон к наследнику французского престола Карлу проситься в армию. Набожная юная дева получает отряд воинов и наносит несколько поражений англичанам. Имя Жанны Дарк у всех на устах. Солдаты верят в нее и готовы на новые подвиги. Миле Йовович в образе Жанны удалось передать силу духа девушки, которая идет не от накачанных мускулов и владения техникой боя, а которая идет от эмоциональной веры, от духовной силы в себя и в людей, которые ей дороги, это французы, от патриотизма, любви к своей родине, а также готовности пойти ради Франции на собственную жертву. Второе место. Король Артур. О подвигах Артура и рыцарей круглого стола слагали легенды и сочиняли романы. Его имя стало нарицательным и символизировало величие английских земель. Цикл легенд, или как принято называть Артуриана, стали основой для произведений массовой культуры. Собственно, фильм реконструирует события, имевшие место в провинции Британия сразу после распада Великой Римской империи, а также мифы о подвигах рыцарей короля Артура. К операторской работе есть несколько претензий. Она оказалась не идеальной. Странные короткие переходы и использование камер типа GoPro явно были лишними. В этом фильме им делать нечего. Сценарий не хочет вязаться с исторической действительностью. Все реальные даты и события тщательно перемешаны и слиты в одно. Первое место получает фильм «Еще одна из рода Болейн». Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделяют с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования. Коварство, лицемерие и ложь показаны во всей красе. В данной картине черным по белому говорится и показывается то, к чему приводят эти черты человеческого характера. Ярким образцом служит героиня Натали Портман Анна Болейн, да и некоторые другие люди недалеко от нее ушли. Также невозможно не обратить внимание на королеву Екатерину, сцены с участием которой, кстати, прописаны в соответствии с
с историей. В остальном на историческую достоверность мало что претендует. Переходи по всем 4 ссылкам в описании на другие части данной темы, а также подписывайся на мой канал. Пока!